Всем привет, Днепр на связи, 27 мая, 18:42. Ну что, друзья, продолжается наш день, в принципе, плавно перехватывает уже инициативу вечер, но, несмотря на вечернее время, плюс 25 за бортом, дневная жара продолжает удерживать свои позиции. Ветерок немножко подзатих, дождь, который прогнозировали на сегодня синоптики к вечеру, переносится на завтра, судя по всему. Ну, возможно, какие-то небольшие осадки будут под совсем ближе к ночи, но на данный момент так. Друзья, не забывайте поддержать видео лайком, поставить палец вверх и проследить, чтобы нравлик зафиксировался. Ну, правда, в прошлый раз это не помогало. Кто пытался вначале поставить, скрутили целую кучу лайков, своровали, обокрали, как всегда. В общем, вот такие дела. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я уже вижу. Также я вижу, что у нас на данный момент есть тревога в Синельниковском районе. Там на Кабы мы тревожимся. И в Павлоградском районе БПЛА фиксируется. Вот так и живем. А тем временем Россия обвиняет Украину в продолжении войны и усугубления ситуации. Что говорят? Министерство обороны России заявило, что Киев при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов для срыва переговоров. С 20 мая Киев кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети. С 20 по утро 27 мая средствами ПВО уничтожен и перехвачен 2331 украинский беспилотник, в том числе вне зоны СВО 1465. В ответ российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Российские военные продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые атаки и провокации Киева. При этом Минобороны опубликовала полную сводку ударов ракетами и БПЛА по объектам в Украине в ответ на, как заявляется, провокации Киева. 21 мая поражены ПВД и склады ракет в Сумской области. ПВД иностранных наемников в районе населенного пункта Святогорск, ДНР, склад боеприпасов в Харьковской области. 22 мая поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, Павлоградский химический завод, Днепропетровская область, цех ремонта самолетов, военный аэродром и РЛС ПВО в Криворожской и Николаевской областях. А Криворожской области? Ребята, что-то в этом Министерство обороны. У нас уже Криворожская область есть. Ну ладно, пусть будет так. ПВД иностранных наемников в Харьковской области, в районе Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожен РЛС АН МПК-65, машина боевого управления и 2 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Патриот». 23 мая нанесен ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасом в порту Одесса. Поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных БПЛА на аэродроме Кисличеватое в Запорожской области, а также аэродроме Канатово в Кировоградской области, склады боеприпасов в Харьковской области. 24 мая нанесен удар по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные БПЛА, Центру радиотехнической разведки и Центру авиации СБУ в Киевской области, ПВД отдельного центра специальных операций «Юг» в районе населенного пункта Черноморск Одесской области и ПВД 3-й штурмовой бригады «Азов» в районе населенного пункта Изюм Харьковской области. Поражена позиция ЗРК «Патриот» в Киевской области. 25 мая нанесен удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, БПЛА, Житомирский ремонтный завод «Луч», спецоборонмаш, Житомирская область, завод «Рапид», Черниговский завод радиоприборов, научно-производственная компания «Техавиком», Черниговская область, Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», Сумская область, Красиловский агрегатный завод, Хмельницкая область, Павлоградский химический завод, Днепропетровская область, завод «Луч», научно-исследовательский центр «Промень», Тернопольская область, предприятие радиоэлектронной промышленности НПП, аэротехника МТЛ, КБ «Луч», Киевская область, Одесский авиационный завод, предприятие разработки и производства БПЛА «Девира», Днепропетровская область, авиационно-ремонтный завод «Чугуев», Харьковская область, поражены центры радио и радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по производству БПЛА, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БПЛА в Сумской
Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях, места производства и пункты управления БПЛА на аэродроме Гоголев в Киевской области, центр радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке БЭК в Николаевской области, объекты инфраструктуры, аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневая в Харьковской области. 26 мая уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов в Харьковской области и ДНР, пункт управления С-300 и ПВД ССО в Одесской области. Вот такая вот сводка от Российского Министерства обороны. Тем временем изъявление еще Пескова. США и Трамп сбалансированы в своем подходе к украинскому урегулированию. Работа по украинскому урегулированию идет, это сложный процесс. Россия и США не могут соглашаться во всем, определенные расхождения присутствуют. Поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию. Некоторые СМИ участвуют в кампании по срыву переговоров по Украине и подзадаривают США на введение новых санкций. В Европе идут дискуссии относительно отправки военных в Украину, следовательно, речь о возможности прямого вовлечения в конфликт. Европа продолжает опосредственное участие в конфликте в Украине, поставляя оружие Киеву. И Лавров, есть заявление Лаврова еще у нас. Решение разрешить Украине бить дальнобойным оружием было принято давно и держалось в тайне. Мединского в переговорную команду по Украине назначил Путин, а не руководитель какого-либо другого государства, ответил глава МИД на информацию в СМИ о том, что Вашингтон якобы хочет поменять Мединского в российской делегации. РФ и США согласовывают детали относительно обмена заключенными. Успех переговоров с Украиной будет напрямую зависеть от того, сможем ли мы устранить первопричины конфликта. Россия признательна Турции за готовность помогать прямым российско-украинским переговорам и мирному урегулированию в целом. Трамп заинтересован в продолжении прямых российско-украинских переговоров. Это была их совместная инициатива с Путиным. Европейские сторонники продолжения боевых действий в Украине до смертельного испуга боятся, что США перестанут поддерживать Киев. В Брюсселе всеми силами пытаются помешать мирному урегулированию. Преступник должен быть наказан, и, смею вас заверить, Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, так же, как они прекрасно знают, что в отличие от их ударов, наши наносились исключительно по военным объектам и по объектам, которые используют ВСУ, прокомментировал Лавров последние российские удары. Германия не одобряла поставку Украине ракет «Таурус». Еще раз повторил Пауль Ронсхаймер эту информацию, замглавреда издания немецкого. По его данным, новостей об этом не будет и во время приезда Зеленского в Берлин завтра. Так, Ронсхаймер прокомментировал заявление канцлера Мерца о том, что Германия вместе с другими западными странами сняла ограничения по дальнобойности оружия для Украины. Это породило слухи, что Берлин якобы решил выделить Украине 150 своих дальнобойных ракет «Таурус». Мерцу позже пришлось оправдываться, что он имел в виду старое решение. А Россия в 2025 году получит от экспорта энергоресурсов и сырья в Евросоюз больше средств, чем Европа тратит на военную помощь Украине. Санкции против России практически не оказывают воздействия, пишут немецкие издания. В 2025 году Россия выручит от экспорта энергоносителей и сырья в общей сложности 233 миллиарда евро. Только в страны Евросоюза более 20 миллиардов евро. Это больше, чем военная поддержка Киева со стороны Евросоюза. В феврале третьи страны перевели России за поставки газа, нефти, СПГ, угля и урана 640 миллионов евро. Основными импортерами были Китай, Индия и Турция. Ну и российские источники заявляют, что армия России взяла под свой контроль Старую Николаевку, наступая к Константиновке. Замкомандира батальона 10-го танкового полка с позывным «Орех» рассказал, как это было. Местность очень труднодоступная, поскольку она открытая, и операторы украинских FPV-дронов воздействовали на штурмовые группы. Поддержку нам оказывали танковые экипажи, которые работали с закрытых огневых позиций. Сейчас уже можно уверенно сказать, что работа переходит на следующий населенный пункт. И спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что они получили список условий для мирного соглашения из Киева и должны получить их из Москвы.
заявляет, собственно говоря, что США данные, да, получили. Необходимо оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры. Вот такие, друзья, дела, такая обстановка к этому моменту. Спасибо за внимание, всем удачи и до нового выхода на связь. А мы семимильными шагами, собственно, входим в этот вечер. Эх, так и живем.